Один сейчас. Сейчас, смотрите, какой лед. Так, что не хочет. Давайте нормально. Сюда? Привет. У меня для тебя сюрприз. Как думаешь, где бы? Никогда не догадаешься. А мы с тобой в самом настоящем музее. Это Дарвиновский музей. И мы с тобой, только ты и я, ночью прокрадемся туда и посмотрим на животных разных периодов эволюции. И, может быть, потрогаем некоторых из них. И узнаем, как ты, человек разумный, получился такой идеальный. И почему на это понадобилось целых 4 миллиарда лет. Тебе интересно? Мне очень. Пойдем. Я здесь чувствую себя, как в парке юрского периода. Сложно представить себе, что такие огромные сказочные существа действительно населяли нашу планету. Можешь ли ты вообразить мир с динозаврами? Посмотри, что тут у меня. Это зуб динозавра. Круто, правда? Конечно, динозавры не являются нашими прямыми предками. Скорее, это наши двоюродные дедушки и бабушки. Но у нас с ними, на удивление, много общего. Например, у них была развита грудная клетка. Так же, как и у первых пресмыкающихся. А еще есть мнение, что они первыми научились любить. Они составляли моногамные пары и заботились о своих детенышах, совсем как мы. Хотя процесс размножения у них был гораздо сложнее и даже опаснее. Ведь у них были шипованные шкуры. И это было, наверное, не очень приятно. Но все же, это здорово, правда?
970 миллионов лет назад появились первые членистоногие. И это был очень важный шаг для эволюции, потому что жизнь наконец-то научилась ходить. Эволюция, прежде чем создать человека, долго тренировалась на других существах. Щекотненько немножко. Вполне неплохой звук. Посмотрите на них повнимательнее. В Дарвиновском музее очень эффектная витрина с насекомыми. Можно наблюдать за ними. Это завораживает. Привет. Ты будешь делать звуки. Мы тут АСМР записываем. Талантливый исполнитель. Посмотрите, кто тут у меня. Шипоногий палочник, который обитает в Новой Гвинее. Питается листьями. Кто знает, может быть, ему даже нравится. Это яркое АСМР переживание. А тебе нравится такой звук? Напиши в комментариях. Вполне себе. Я не решилась его на руку себе посадить. Приятный звук, мне кажется. Эволюция птиц началась еще в юрском периоде, а древнейший вид птиц называется археоптерикс. 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 Звучит как имя динозавра, правда? 150 миллионов лет назад появились птицы. Потрясающий макет, правда? У птиц есть генетическая память. Точно так же, как и у человека. Следующие поколения птиц способны учитывать опыт предыдущих и корректировать свое поведение. Чем же отличились млекопитающие? Самое главное, что они приобрели высокую температуру тела, в отличие от хладнокровных, и научились терморегуляции, совсем как мы. Чуть раньше птиц появились первые млекопитающие.
Ученые считают, что процесс эволюции начался 4 миллиарда лет назад, когда появились первые одноклеточные. Они еще не содержали в себе ядра и назывались прокариоты. 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 То, что я держу, это клеточная мембрана, своего рода кожа клетки, защитная оболочка, которая отделяет одну клетку от другой, от окружающей среды. А после прокариот появились эукариоты. Они уже содержали в себе ядро. Сейчас покажу. Здесь у меня есть макет с другими деталями клетки и забавными названиями, которые, может быть, покажутся тебе АСМРными. Давай проверим, какие из частей клетки понравятся тебе на звук больше. Комплекс Голджи. Комплекс Голджи. Комплекс Голджи. Комплекс Голджи. Эндоплазматическая сеть. Эндоплазматическая сеть. Эндоплазматическая